Это тушевая скорбь, что случается раз в 10 тысяч лет, наступила раньше срока. Быстрее, посмотрите на руку феи, я прочь. Карма рассеивается, дух и формы увядают. Неужели этому миру не суждено удержаться? Жертвенный камень духа быстрее. Если Ешуэн погибнет, кармические нити в радиусе 10 тысяч ли оборвутся, и все обратятся в ничто. Это не стихийное бедствие, это художник хочет стереть эту страницу. Мы все лишь блуждающие души на картине. Маленький книжник, небо раскололось. Да у этого горе-художника вечно руки не из того места растут. Облака нарисовал, как будто ноги вытер. Пусть перерисует. Эта красивая старшая сестра вот-вот рассыплется. Выглядит она, конечно, вполне в моем вкусе. Если рассыплется в бумажную фигурку, будет жаль. Фуя, смотри внимательно. Что значит чудесное возвращение к жизни? Ты кто? Не подходи. Воздух унесет и тебя. Фея, не двигайтесь. Линии на вашей талии прорисованы особенно тщательно. Если они исказятся, я не смогу их исправить. Такое приятное ощущение. Отпусти. Милашка, не двигайся. Посмотри. Вкус пепла так себе, а вот холодный аромат феи очень приятен. Эй, старик, хватит смотреть. Эта картина еще не высохла. Одолжу твою фею на несколько дней. Заберу ее, чтобы подправить краски. Тот человек только что восстанавливал небесный путь. Что ты делаешь? Отвернись немедленно. Не дергайся, я только что восстановил твою ключицу на правом плече. Эти чернила усмирения души очень дорогие. Сдвинешься хоть на дюйм, и всю оставшуюся жизнь будешь неуклюжим бессмертным меча. Ты, наглец, если спасаешь, то спасай, но зачем? Зачем было снимать с меня одежду? Фея, ты человек с картины. Если картина испорчена, ее нужно чинить. Разве можно чинить фон, не снимая холста? Это же обман для дураков. Сестрица, чтобы спасти тебя, этот маленький книжник потратил все свои чернила драконьей слюны. Он теперь совсем беден. Если тебе неловко, то отдай себя в уплату долга. Безумец в доме. Слушай, немедленно отпусти старшую сестру Е, иначе, когда армия нашего союза бессмертных прибудет, мы сравняем эту дикую гору с землей. Старший брат, это место очень странное. Методы того человека были неслыханными. Он просто воспользовался появлением тушевой скорби, чтобы обойти небесный путь. Такой богопротивный метод. Он точно не сможет применить его во второй раз. Странно, этот почерк не похож на последствия тушевой скорби. Скорее, как будто кто-то оставил на тебе отметку еще при рождении. Что ты несешь? Я прирожденное тело меча. Мой учитель говорил, что это кармическая печать, дарованная небесами. ХМ. Дарованная – это называется живой узел. Когда картина будет свернута, достаточно будет лишь потянуть, и твое прирожденное тело меча станет чьим-то эликсиром. Что ты делаешь? ТСС. Эти мухи снаружи слишком шумные, мешают мне закончить. Фея, одолжи мне свою ци меча, всполох лебедя. Ты, презренный книжник, как смеешь так легкомысленно обращаться со святой девой нашей секты? Ой, легкомысленно? Я помогаю ей исправить стиль рисования. Что вы, уроды с картины, понимаете в истинном очаровании? Раз вы называете меня безумцем, я покажу вам, что такое безумие. Этот лес стоил в 3000 джанов каждый, кто войдет, превратится в тушь. Если ты можешь спасти меня, почему не можешь полностью исправить это небо? Небо слишком велико, его не исправить, да и ни зачем. А вот ты, чтобы продлить тебе жизнь, я потратил 100 лет своей янской энергии. Великая глава Е, как ты собираешься отблагодарить меня за спасение жизни? Как только я выясню правду об этой красной нити, можешь забрать мою жизнь. Ты что, вычисляешь небесные тайны? Или просчитываешь построение массива? Я думаю, как бы нарисовать эту каменную хижину побольше. Сегодня ночью с тобой, такой красавицей, кровать, боюсь, будет маловато. Ты прекрати нести чушь. Я могу медитировать. Маленький ученый, у соседей тушь протекла, а в углу стены сами по себе волосы растут, чуть не померла со страху.
Святая Дева Юй, этот безумец в каменной хижине, старшая сестра Е, боюсь, он уже лишил ее изначального инь. Изначальный инь. Засиделись в этой картине и правда поверили, что у вас плоть и кровь. Я, ваша покорная слуга, провела в море туши 9 глубин 10 тысяч лет и не знала, что в этом мире есть такой несравненный художник, способный, походя, исправлять карму. Слишком сильный запах румян, он заглушил твою двойную душу. Святая Дева, посреди ночи не спишь, пришла ко мне долги взыскивать или картину заказывать. У меня поясница чешется, будто кто-то тушь растирает. Господин, не поможешь мне поправить? Юй Хунсю. Перед лицом великой скорби ты еще и флиртуешь. Флирт – это тоже своего рода карма. Святая Дева Юй, хватит испытывать. Двойная душа внутри тебя уже почти разорвала твои кармические нити. Хватит о любви говорить. Сегодня ночью эта картина будет очищена. Художник не может больше ждать. Он хочет насильно сшить оставшиеся страницы. Все, кто будет вшит, превратятся в кашу. Глава Ордена Е, госпожа Юй, вашей скудной силы не хватит, чтобы закрыть небесный разлом. Если не хотите превратиться в половые тряпки, передайте мне всю свою духовную энергию. Мой милый ученый, моя жизнь теперь полностью в твоих руках. Если не спасешь, я и мертвая утащу тебя с собой. Как смеешь портить мой свиток вечной зелени? Стереть. Ты не двигайся, фея. Я тоже не хочу двигаться, но это гравитационное давление. Мои кармические нити тоже расширяются от жара. Ох, господин Лу поистине одарен. В такой момент его кармические нити все еще так тверды. Я так рада. Вот оно что. Вы двое. Оказывается, вы нарисованы одной и той же кистью. Карма разорвана, мириады форм рождаются. Откройся. Маленький ученый, я же говорила, что втроем на кровати слишком тесно, а на полу довольно просторно. Раз уж наши судьбы связаны, почему бы нам не обсудить, как поменяться ролями с хозяином? Моя духовная сила рассеивается. Это не пустошь. Это пустое пространство свитка. Те наброски, что еще не были нарисованы или были отброшены художником. Маленький книжник. Вон те камни движутся. Это чудовище такое уродливое, от него тошнит больше, чем от трупных демонов 9 глубин. Назад. Здешние законы управляются не духовной силой, а логикой. Это бесхозные кисти, при прикосновении они ассимилируют в черновики. Разрезать бумагу, прервать тушь, открыть небо и землю. Подойдите, пустошь поглощает цвета, мне нужна ваша истинная сущность и жизненная энергия, чтобы закрепить тушь. Ваша внутренняя энергия слишком рассеяна. Она должна стать единой. Как нам стать едиными? Снимите внешние одеяния, сохраняйте ясность ума, я нарисую защитный круг. Господин Лу. Вся моя карма теперь зависит от вашего пера. Если мы выживем, вы двое, пожалуйста, не убивайте меня, чтобы замести следы.
До создания свитка вечной зелени художник тренировался здесь, изображая все живое. Время здесь. Циклично. Почему после той формации моя энергия стала какой-то странной? Глава клана Е – это же наша энергия. Господин Лу только что смешал наши души воедино. Старик, 3 верхних комнаты. Верхних комнат нет, только одна общая. Все, кто входит, гости. Чем теснее, тем глубже карма. Похоже, сам Небесный Путь хочет, чтобы мы углубили наше общение. Глава клана Е. Узор на вашей спине, кажется, светится. Плохо, это остатки тушевой скорби разъедают формацию. Если не отвести их вовремя, вы полностью превратитесь в расплывшуюся тушь. Тогда как отвести эту энергию? Этот отпечаток ваш общий, симбиотический. Мне нужна ваша помощь, чтобы отвести его. А затем я этим методом перетяну этот странный чернильный след в свое тело. Потерпите немного. Этот чернильный яд сильнее, чем я думал. Господин, если не сможете выдержать, мое тело в вашем распоряжении. Не перетрудитесь. Мы уже раздали наши портреты. Всем призракам в этом городе. Тогда пробьемся с боем. Их не перебить. Здесь они — это я. Я — это они. Хоть я и знаю, что красив, но быть окруженным таким количеством своих копий — это жутковато. Хватит болтать, они уже ломятся. У тебя есть план, как выбраться? ХМ, раз они все одинаковые, может, и ты, господин, смешаешься с ними. Мне бы хотелось посмотреть. Смогу ли я с первого взгляда узнать твое достоинство в толпе? Это массив подобия. Художник хочет использовать мертвую энергию этого массива, чтобы рассеять мое истинное тело. Как только я затеряюсь среди этих черновиков, я полностью превращусь в фон этой картины. Фея, не двигайтесь. Я помогу вам восстановить меридианы. Не используйте цемеча. Здесь, чем сильнее духовная энергия, тем сильнее вязкость тушевой скорби. Господин Лу. От такого количества подделок моя душа уже неспокойна. Почему бы тебе поскорее не явить себя? Цезарь Фуя, ты где? Быстрее, используй свой пробел, чтобы проложить путь. Маленький ученый, беги налево. Там есть тень, которую художник еще не нарисовал. Времени нет. Фея Е, святая Ю. Позвольте мне использовать вашу инь-ян-кровь и ци для создания печати. Почувствуйте мое сердцебиение. В тот момент, когда оно бьется быстрее всего. Это и будет точка разделения между истинным и ложным. Ты еще держишься? Болит поясница. Фея, только что массив забрал слишком много сил. Мне кажется, я должен пролежать здесь до завтра. Ты уже час отдыхаешь. Пора спускаться и идти самой. Фея, моя тушевая скорбь еще не полностью вышла. Что, если я упаду и меня поглотит этот кровавый кленовый лес? Глава секты Е и правда его балует. Если господин устал, то в моих объятиях куда теплее, чем на этой холодной спине. Это киноварная печать, сковывающая души из свитка вечной зелени. Художник хочет этой печатью навсегда пригвоздить наши души к этой странице. Существа из картины, одержимые страстью. Лу Шивэй, ты был всего лишь черновиком, от которого я отказался. Как ты смеешь подрывать мои основы?
Карма вращается, хозяин становится гостем. Эту кисть можешь держать ты, и я тоже могу. Не отпускайте, мы должны вместе нести тяжесть этой киноварной печати, даже если наши судьбы отныне будут связаны. Три жизни в одном. Печать сформирована. В следующий раз сеть будет заброшена. Неладно. Я чувствую, как вся энергия во мне горит. Ах, господин. От этого огня мне так невыносимо плохо. Если не подавить его сейчас, боюсь, мы втроем превратимся здесь, в этой глуши, в лужу красных чернил. Маленький ученый — это катализатор рисования художника. Если не нейтрализовать отметку через слияние тела и души, вы трое самовоспламенитесь из-за перегрева кармы. Ты стой снаружи, пока я не подам знак, никто не должен входить. Фея Е. Святая Юй, во время следующего процесса очищения вам нужно полностью расслабиться и не оказывать ни малейшего сопротивления. Я, конечно же, слушаюсь господина. Спасение важнее всего. Ты не смей подглядывать. Эта отметка слишком глубока. Я должен проникнуть в ваши энергетические ядра, чтобы справиться с ней. Процесс будет очень чувствительным. Держитесь за свое истинное сердце, не дайте этим ложным иллюзиям увести ваши души. Черт, в этой отметке скрывается остаток души художника. Старый пес-художник, раз уж ты осмелился прислать сюда свою судьбу, то этот штрих я забираю себе. Лушивый. Ты немедленно отпусти эти дьявольские оковы. Фея — это вовсе не дьявольские оковы. Это наш договор 3 жизней. И пока художник сам не уничтожит этот свиток, мы втроем не сможем отдалиться друг от друга больше, чем на 3 джана. Глава секты Е — это же великая карма. Теперь мы втроем будем есть, спать и жить вместе. Господин, в вашем теле теперь наша энергия инь. Чувствуете ли вы жар? Фея Е, мне больно руку. ХМ. Развратник. Ой, господин, поаккуратнее. Дорога здесь ухабистая, мое хрупкое тело не выдержит такой тряски. Если вы продолжите так тянуть друг друга, то вас превратят в бумажные фонарики еще до того, как контракт даст обратный эффект. Хватит баловаться. Шуин, используй свою ци меча, чтобы стабилизировать мироздание. Хунсю, направь свой огонь 9 глубин, чтобы отрезать им путь к отступлению. И правда, список в этом свитке постоянно меняется. Шуин, твое имя побледнело. Это значит, что художник стирает тебя из основной сюжетной линии этой картины. Стирает? И что тогда будет? Ты превратишься в один из этих неодушевленных пейзажей. Или станешь пеплом на этой земле. Если только мы не найдем камень фиксации туши на этой странице до того, как твое имя полностью исчезнет. Очистите сознание и почувствуйте ритм моей кармы. Мы должны спрятаться в подземном дворце. Господин, позаботьтесь о тех, кто сзади. Помогите мне потянуть. Лушевей, ты все-таки привел их сюда. Ты хочешь исправить этот свиток. Но ты не знаешь, что ты сам трещина в этой картине. Вы все-таки добрались сюда. Это призрак в императорском халате. Шуин, Хунсю, осторожно. Меч с полох лебедя обнажан. Он рассеет тысячелетние тучи. Пусть это пламя кармы жжет все эти лживые тени. Разойдитесь, защищайте камень фиксации туши. Втроем, не дайте ему приблизиться.
Сейчас. Совместный удар. Этого не может быть. На этом клочке бумаги оказалось. Подземелье будет разрушено. Быстро за мной. Мы действительно выбрались. Хорошо, что не умерли. Этот нефритовый кулон, неужели все, что мы видели в подземелье, было лишь началом? Это море цветов хоть и прекрасно, но всего лишь иллюзия. Ты все еще не хочешь проснуться. Если это сон, я предпочту не просыпаться никогда. Это боль. По сравнению с сожалением в сердце, она ничтожна. Цикл повторяется, все возвращается на круги своя, такова карма. Ах! Мы наконец-то увидели бездну друг друга. Карма предрешена, и этот последний штрих я нанесу сам. Этот чернильный омут может растворить любую личность. Держитесь за меня, пусть наше тепло закрепит карму. Маленький книжник, их основа запятнана. Это чернильный расплавитель. Тебе нужно использовать свою изначальную жизненную силу как проводник, чтобы перекрасить их. Небесный путь вращается, целинь возвращается, словно в теплых лучах солнца. Эти старые псы точно знали, что я спасу их. Фуя, подмени меня ненадолго. Быстрее, моей кармы не так много. Глупец, зачем ты так? Господин, если вы умрете, я, ваша покорная слуга, не стану жить одна. Это якорь божественного сознания художника. Он наблюдает за нами. Лушевей, ты думаешь, это спасет тебя? Ты спасаешь лишь ничтожные остатки пепла. Больно, как больно. Не двигайся, здесь законы перевернуты. Боль, которую ты чувствуешь, на самом деле восстановление духовной силы. Холод, который ты ощущаешь, на самом деле тепло. Почему тепло твоих рук жжет, как иголки? И при этом лишает меня всех сил. Потерпи немного, это моя изначальная энергия.
Из-за законов Дао твое тело воспринимает комфорт как невыносимую боль, а невыносимую боль превращает в наслаждение. Так плохо. Это что, извращенное чувство юмора художника? Хочет, чтобы мы умерли от боли в наслаждении. Это центр чувственного восприятия. Только когда ваши трое чувств будут полностью перегружены. Достигнув предельной пустоты, вы сможете прорваться сквозь законы и совершить более высокочастотное физическое взаимодополнение, пока вы не перестанете понимать, кто именно страдает. Перевернутый мир. Старый пес, это твоя уловка уже надоела. Мы должны нарисовать себе выход, пока эти чернила не упали. Но у нас нет ни кисти, ни чернил. У меня есть. Шуин, раскрой свою область, всполох лебедя. Хунсю, высвободи свою изначальную силу 9 глубин. Вне кармы не должно оставаться следов. Шивой. Беги. Не убежать. На этой странице я решаю. Договор 3 жизней. Расцветайте вместе. Убить. Вот теперь хорошо, мы по-настоящему склеились. То, что мы связаны, это хорошо. Больше не позволю тебе одному рисковать жизнью. Лушивой, отпусти мою руку. Думаешь, я сам этого хочу? Этот договор сжимается, я чувствую, как мои кости вот-вот сломаются из-за тебя. Фея, если я скажу, что упал на вас по инерции, вы поверите. Вставай. Вставай, на нас смотрят. Это теневая сторона свитка. Все, что художник вырезал и выбросил, скапливается здесь. Неудивительно, что карма здесь так хаотична. Фуя, как нам вернуться? В таверну мусорщика. Там есть щель, ведущая в настоящий мир. Но будьте осторожны, тамошнее вино стирает память. Ах, Если идешь, то иди. Зачем быть такой неосторожной? Из-за тебя и мне больно. это стертые, они потеряли свои имена, и у них остался только инстинкт поглощать чужие личности. Неплохо сработались. Старик. 3 чаши. Вина, что утолит жажду. Мое вино не берет ни золота, ни серебра, ни духовных камней. Только частичку вашей памяти. Особенно ты. Каждое твое воспоминание стоит 1000 золотых. Не упрямься. Убери свою душу обратно в море сознания, остальное предоставь мне. Эта женщина в красном, в ее тени есть вкус, который я желаю. Братец, подкатывать тоже нужно по очереди. Эти 2 феи уже заняты.
Ха-ха-ха. Ты своей кровью рисуешь им новую жизнь. Слишком много знаешь, долго не проживешь в этом деле. Черный ход таверны. Твой путь к спасению там. Но помни, как только ты ступишь туда, художник почувствует твою истинную сущность. Прыгаем, и мы вернемся на основной сюжет свитка. Но после этого прыжка мы перестанем быть нарисованными персонажами, а станем нарушителями. Добро пожаловать обратно. Художник уже скомкал эту страницу. Теперь он собирается залить все тушью и очистить поле. Лушивый, я, старик, служитель туши при художнике. Вы, ничтожные отбросы, осмелились посягнуть на реальность. Это всего лишь какой-то прислужник. А как раздулся? Нельзя расходиться, используйте договор слияния 3 тел. Вот оно, это чувство. Разрубающий всполох лебедя. Лушивый, ты думаешь, что победил? Посмотри себе под ноги. Не двигайся, я помогу тебе. Хе-хе, фея, ты слишком крепко обнимаешь. Видишь того старика? Это и есть наша судьба. Осмелишься ли ты пойти со мной и дернуть его за бороду? Лушивый, если за этой щелью по-прежнему пустота, я уничтожу свою душу, лишь бы вытолкнуть тебя наружу. Фея, не говори глупостей. Твоя судьба слишком ценна. К тому же, если ты взорвешься, где мне взять вторую половину ощущений по нашему договору? Господин, я чувствую это запах реальности. Он несет в себе затхлый смрад старых чернил. Мы действительно выбрались. Это вовсе не мир бессмертных. Это кабинет того старика. Двое, не подходите ко мне слишком близко. Законы этого реального мира могут сбить с толку наши чувства. Я не могу контролировать себя. Этот договор насильно вытягивает твою янскую энергию. Сдерживайте свою ауру. Любой мусор, который он увидит, будет подцеплен тем железным крюком и выброшен в корзину для бумаг. Он ушел, но я чувствую, что моя карма вот-вот оборвется. Тогда возьми. Мое сердце меча, половина тебе. Оказывается, мы всего лишь один из свитков. Сколько же нас нарисовал тот старик? Лушивый. Мне так жарко. Этот свет сжигает мою душу. Это и есть источник. Старик использует эту лампу, чтобы освещать свои картины. Если вы хотите ходить по реальному миру, вы должны использовать масло из этой лампы, чтобы перестроить свою духовную форму. То есть нам нужно полностью переродиться. Идите туда. Втроем. И омойтесь в источнике.
Игрушки из дедушкиной картины действительно выпрыгнули. Тут есть зародыш восполняющего Дао. Теперь будет весело. Уклоняйтесь, это не рука. Это правило. Люди этого реального мира действительно относятся к нам как к забавным букашкам. Букашки, хватит прятаться. Если вы послушно выйдете, и я вас немного порисую, то отпущу вас играть в Срединный мир. Срединный мир. Это территория тех, кто вне картины. Если мы туда попадем, то станем по-настоящему беззащитными. Не обращай на меня внимания. Забирай Юйхунсю и уходи. Замолчи, я потратил столько времени, чтобы нарисовать тебя в истинном обличье. Если ты разобьешься, кто мне возместит эту карму в 10 000 лет? Господин, эта девчонка просто играет с нами. Ее кисть еще не опустилась. Значит, она ждет подписи. Девчонка, твой дедушка не учил тебя, что чужую карму нельзя рисовать как попало. Не играю, так не играю. Но дедушка скоро вернется. Если он обнаружит, что вы забрали шарик-фиксатор для кисти и спинала, то точно рассердится. Шивый, найди потайную дверь за чернильницей. Там цена за путь к реальности. Держись. В тени этой тушечницы спрятана гробница брошенных кистей художника. Как только войдем, давление из реального мира ослабнет. Шивый, опусти меня. Твое плечо уже пропитано чернильным ядом. Так не пойдет. Если я тебя опущу, где мне найти такую мягкую подушку для спины? Не дергайся, иначе потеряем равновесие, и мы оба превратимся в угольки. Не пытайся сражаться в лоб. Чернильные духи реального мира обладают безграничной силой. Шуин, используй свою холодную ци меча, всполох лебедя, чтобы сковать их суставы. Хунсю, подожги их кисти. Сейчас же осколки возвращаются к истоку. Оборвать карму. Господин всегда такой. Каждый раз оставляет нам свою спину. Думает, что он железный. Я не железный. Я просто слишком смелый. $9999 раз. Наконец-то ты привел их в мой разум.
Это наваждение прошлой жизни. Лушивый, отпусти эти ножницы. Останься здесь, и они смогут сбежать из картины, стать частью этого реального мира. Если это тот конец, которого ты желаешь, я готова утонуть с тобой в этой иллюзии. Господин, свадьба, которую ты нам задолжал в прошлой жизни. Сегодня. Давай наверстаем. Это не просто наваждение, это разложение. Шуин. Хунцю, очнитесь. Это красное свадебное платье сделано из пепла бедствия. Оно пожирает ваши жизни. Своей истинной кровью. Я обрываю прошлое. То, что произошло в иллюзии, было чистой воды форс-мажором. Мы все зрелые культиваторы, давайте сохранять спокойствие. Господин, все ваши грязные мысли, что были у вас в голове, я теперь слышу очень ясно. Это художник растирает тушь. Быстрее! Чернильный пруд открылся. Это наш единственный выход, но и верная смерть. Старый пес. Ты еще не поставил свою подпись. Куда спешить? Прыгаем прямо сейчас в чернильное око. Что это за артефакт? Почему одежда этого человека такая странная? Это мое. Откуда взялись эти воспоминания? Господин Лу, держитесь, не дайте этим иллюзиям поглотить вас. Это не демоны сердца, это настоящее прошлое, которое я отрезал. Лушивый, держись за свой дух. Ты наш восполняющий дао, а не одинокая душа из картины. Ее ледяное сердце не поможет. Моя кровь стабилизирует твою распадающуюся душу.
Забудьте о картинах, оно приближается. Порвать. Лу Шивэй. Тебе все равно не избежать предначертанного этой кистью. Шивэй. Это давление. Я не могу пошевелиться. Это последняя подпись художника. Он хочет превратить нас в чернильную пилюлю, чтобы поставить последнюю точку. Лу Шивэй, используй свою кровь. Только кровь восполняющего Дао может нейтрализовать подпись. Но тебе нужно, чтобы их дыхание полностью синхронизировалось с твоим, иначе они не выдержат огненного яда кармы в твоей крови. Забудьте о приличиях между мужчиной и женщиной. Если не хотите умереть, разделите со мной одно сердце. Эта кровь очень горячая. Я должен, прежде чем наступит этот конец света, превратить себя в фальшивую подпись. Разбить тень, открыть небеса. Смотри. Это не художник, это внучка художника. Ха-ха. Не шевелитесь, здесь мы даже пылинки не стоим. Если та девчонка обнаружит в пенале живых существ, она, чего доброго, окунет нас в пруд для промывки тушечницы. Шивэй. Сила в твоей крови только что не принадлежит этой картине. И не принадлежит тому коридору воспоминаний. Кто ты на самом деле? Мое сердечко так быстро бьется. Твоя жизненная энергия, кажется, забрала мою душу. Может, ты поможешь мне снова привести в порядок Ци? Это врата жизни. Ползите по шелковой нити к краю стола. Там есть щель, ведущая в Срединный мир. Но до этого вам нужно пройти испытание Писаря Бессмертного. Мне плевать, бессмертный ты или демон. Здесь я хозяин. Все эти люди на картинах — это я. Как это возможно? Видишь бумагу в руках той девчонки? Это наша оболочка. Если она нас схватит, нас перерисуют, и мы полностью потеряем разум. Один палец этой девчонки может вызвать цунами. Как нам пересечь эту пустоту? Держись за меня крепче. Благодаря сенсорной связи нашего договора, я использую нашу общую энергию, чтобы создать пилюлю кармы и силой упасть в Срединный мир. Потерпите немного. Мы сейчас как кузнечики на одной веревке. Кто ослабит хватку, тот всю жизнь будет служить воздушным змеем для этой девчонки.
Неплохо, книжник. Его даже не прихлопнула эта девчонка, как комара. Но эта щель очень узкая, сквозь нее могут пройти только обнаженные души. Уже поздно. Да ладно, здешние люди, оказывается, всего с одной ногой, да и черты лица не полностью прорисованы, а они уже на базар вышли. Если твоя рука еще раз посмеет так шалить, я ее отрублю и скормлю этим одноногим чудищем. Недоразумение, недоразумение. Это правда последствия нестабильности души. У нее свои мысли, я не могу ее контролировать. Ха-ха-ха, ах, вы двое и впрямь как кошка с собакой. В такой момент умудряетесь флиртовать. Но и зрелище вы мне устроили, рабыни вашей. Постойте. Почему моя магия превратилась в розовый дым? Как мне теперь драться? Замолчи. Хватит болтать, дай мне свою руку, вместе прорвем строй. Эй, красавица, а ведь мы неплохо сработались, да? Так тесно прижались, тебе ведь, наверное, тоже нравится. Смотрите, в центре города источник всего незавершенного. И это тот ответ, который вы ищете. Что бы вы ни увидели, не издавайте ни звука. Маски здесь. Пожирают голоса. Новые облики, живая карма. Поднимитесь и примите крещение. Мы должны притвориться бракованными, чьи души обменялись. Прочь, мою жизнь тебе не забрать. Лушевей, ты наконец пришел. Этот сумасшедший писатель собирается сжечь нас всех, чтобы согреться. Так кто же из нас настоящий, а кто лишь картина? Я не человек и не демон. Я всего лишь смешной цикл перерождений на этом столе. Не смотри, неважно, что было в прошлых жизнях. Ты тот, кто провел меня через чернильный пруд. Ты мой. Ты был самым любимым автопортретом художника. И он преуспел. Он потерпел неудачу, потому что ты испытал чувства. А они обе изначально были жертвенными писарями. Вы трое — величайшая ошибка этого мира. Хочешь стереть нас? Посмотрим, достаточно ли быстро мои ножницы.
Сейчас не до юбок, держись крепче. Ваши имена уже наполовину стерты со свитка вечной зелени. Твоя внутренняя сила слишком хаотична. Я чувствую, что мое сердце тоже вот-вот сгорит. Господин, не терпи больше. Мое тайное искусство 9 глубин может разделить эту боль. Иди, укуси меня за плечо. Как больно. Шуин, Хунсю. Не оставляйте меня. Лушивый. Если и ты нарисован, то я предпочту никогда не покидать эту картину. Выдайте 2 жертвенных каменей духа. Господин сказал, лушивое можно оставить. Они должны вернуться на свои места. Попридержите коней. Теперь они подчиняются лушивою. Раз так, тогда разрежем все пополам. Эти колонны. Они и правда когда-то были живыми богами. Давно уже нет. Теперь они лишь тюрьмы. Лушевей, ты все-таки добрался сюда. Посмотри на эти картины. Вот наш конец. Смысл вашего существования – причинять лушевую боль. Чей бы это ни был сон, если мне не стоит, я разорву его. Шивый. Лушивый. Не исчезай. Ты обещал показать нам настоящее солнце. Фея, полегче. Если ты будешь так сильно сжимать, я не успею развеяться, как ты меня уже раздавишь. Слушайте, здешний закон — это взаимодополнение. Моя божественная форма вот-вот рассеется, мне нужно позаимствовать ваше. Ощущение реальности. Хотите мою карму? Платите своими жизнями. Господин, если бы вы замешкались хоть на шаг,
Я бы, боюсь, рыдала над лужей туши. Спасибо за помощь. В качестве извинения. Кажется, узор на твоей пояснице сместился. Я помогу поправить. Тогда полегче. То, что должно было случиться, наконец-то произошло. Бегите к самому кончику этой тушевой кисти, там слепая зона. Хаем. Господин, такие хорошие вещи нельзя делить несправедливо. Остатки обнаружены. Меня обрезали 1000 раз. Сегодня моя очередь обрезать кое-что из этого реального мира. Экспериментальный образец обладает волей к сопротивлению, рекомендуется. Форматировать. Значит, пока мы тут бьемся не на жизнь, а на смерть. В глазах этого старика мы просто кучка подопытных мышей. Это и есть легендарный пруд для промывки тушечницы. Этот запах ни с чем не спутаешь. Это мое прошлое. Почему я вижу это здесь? Что это? Почему в моих воспоминаниях есть эти странные железные коробки и белые стены? Не бойся. Какая бы это ни была иллюзия, я тебя не отпущу. Мы вернемся вместе. Смертный, в пруду для промывки тушечницы не остается безымянных. Ваши чернила уже иссякли. Моя судьба не в твоих руках, художник. Сегодня я положу конец этому пруду для промывки тушечницы. С самого начала это была лишь скорбь и гнев в этих банках. Старик, твое перо должно сломаться. Так это действительно была я. Тогда что же такое наши нынешние тела? Какая разница, что это? Этот старик хочет использовать нас как приманку для создания эликсира бессмертия. Так давайте же сами станем хозяевами положения. Сначала займем эти тела. Из-за подавления законами нам нужно провести духовную и телесную привязку. Слушайте. Когда банка откроется, ваши души мгновенно втянутся в тела. Из-за инерции в этот момент вы потеряете сознание. Я должен силой удерживать ваши сердца с помощью руки восполнения Дао, иначе дух и тело оторгнутся друг от друга и взорвутся.
Еще не готово. Моя поясница сейчас сломается. Пес художника, прочь. Поздравляю, теперь вы не только духи из картины, но и переменные в реальном мире. Что ж, раз уж у нас теперь есть истинные тела, кое-что нужно сказать заранее. Из-за экстренного восстановления под водой ваши духовные корни по инерции теперь привязаны ко мне. Ну и пусть привязаны. Господин так ловко ощупывал меня под водой, а теперь вдруг строит из себя джентльмена. Замолчи, что-то приближается. Это наши старые кармы, которые были смыты. Из-за очищения художником они теперь стали смертниками, чья цель — убить нас. Не дайте им разорвать красную нить. По правилам истинного мира, если мы разделимся, то умрем. Фуя, она тоже ингредиент для эликсира бессмертия. Ха-ха-ха-ха-ха. Лушевей, ты привел их к обретению плоти, но тем самым и привел их в мой котел с зельем. Это истинная плоть и есть та могила, которую я для вас приготовил. Этот старик вытягивает нашу духовную сущность. Я вот-вот рассыплюсь. Не рассыплетесь. Я еще не рассыпался. Я ведь еще не успел вас осчастливить. Шуин, Хунсю, теперь нам предстоит глубочайший обмен кровью. Из-за отторжения реального тела этот процесс будет крайне мучительным. Мастер сказал, что если ты оставишь нам их изначальный ин, брат Лу, то сможешь вернуться в реальность в этом теле и стать настоящим богачом. Хаэм. Богачом, я рожден, чтобы держать кисть, а не быть марионеткой. Прости. Лушивый, только принеся тебя в жертву тушечницы, я смогу вернуть свои потерянные 10 тысяч лет памяти. Цезе и Фуя. Ты ради этой никчемной бусины хочешь убить Шивая. Эта бусина не его, это якорь, которым старик запер настоящий мир. Пока вы ее не разобьете, вы всегда будете лишь движущимися картинами, привязанными на веревке. Значит, мне суждено сдохнуть на свалке. Дамы, вы что, хотите умереть вместе со мной? Его ци рассеивается, Хунсю.
Используй свою технику двойной души, чтобы напрямую передать ему нашу жизненную энергию. Давно пора. Какая там святая дева или мечница, сегодня мы просто несчастные, которые хотят спасти своего мужчину. Я продлил им жизнь. Что еще ты можешь сделать, небеса? Дай мне руку. Сегодня я поведу вас, чтобы разорвать это лживое небо. Фея, почему в твоем мече чувствуется кислинка? Неужели ты слишком долго смотрела, как Хунсю целуется? Заткнись и убей своего врага. Из-за этой жадной любви вы стали единственной пищей в этой картине. Теперь идите на другой берег моря Туши. Там находится черновик художника, это единственное оружие, способное его убить. Кто ты, в конце концов? Я его покойная жена, и я же первое чудовище, которое он нарисовал, чтобы воскресить меня. Не смог добиться желаемого. Поэтому нарисовал 10 тысяч нас. Чтобы разыграть здесь эту пьесу о недостижимой любви. Он хочет сжечь эту картину. Шивой. Хватит. Если продолжишь, твоя душа сгорит первой. Фея, я за всю жизнь не читал серьезных книг, но есть одно слово «сжечь мосты» и «сжечь лодки». Только когда эта картина сгорит, мы сможем твердо стоять на ногах. Лушивой, веди их в тот черновик. Это вход в этот мир и единственное пустое место на этой картине.
Господин, здесь этот старик нас не достанет, верно? Господин здесь. Старик ведь больше не достанет нас, верно? Достанет он или нет, я не знаю. Но сейчас... Из-за не до конца очищенного огненного яда, из-за физиологического инстинкта. Я думаю, мне необходимо нарисовать вам обеим еще несколько штрихов кармы. Лушивый, если мы выйдем отсюда, ты все еще будешь так. Меня трогать? Только если я умру. Шивей, ты все-таки дошел до порога. Но знаешь ли ты, что с каждым твоим шагом в реальном мире будет появляться еще один скелет? Какая цена? Не торопись вставать. Здесь даже пылинка может раздавить золотое ядро. Поскольку мы не исконные духи этого мира, его законы нас отторгают. Я чувствую, будто все мои кости вот-вот раскрошатся. Это не реальность, это чистилище. Слушайте, я использую свою кровь как гвозди, чтобы пригвоздить наши души к этим телам. Процесс будет очень горячим. Вот это да, старик пьет чай, а на нас это обрушивается как потоп. Это та самая кисть, о которой ты говорил. Лушивый. Тот старик. Каждый день в полночь он входит в медитацию. Это ваш последний шанс. Не уходи. Сколько еще ты от меня скрываешь? Подойдите, из-за того, что этот нефрит слишком холодный. Ваша энергия Ян слишком быстро уходит.
Как нефрит этого реального мира может быть холоднее мистического льда 9 глубин? Только у тебя здесь немного теплее. Ну, конечно. Я тут, черт возьми, жизнью рискую, чтобы вас согреть. Фея, не разбрасывайся своей меча, она меня так колет. Что аж зудит? Из-за того, что мы уменьшились в размерах, наша сила сконцентрировалась. Если избегать сильного давления, скорость, наоборот, увеличивается. Убить этих тварей и взять их панцирную пыль – это наш единственный способ скрыть запах из картины. Вес боли. Зависимость. Оказывается... Старик скоро уснет. Мы должны прыгнуть в центр чернильного пруда, как только он отложит кисть. Это сердцевина свитка вечной зелени и единственное место, где можно переписать карму. Эти чернила поглотят наши души. С господином рядом, чего бояться? В худшем случае, мы растворимся в этом пруду, превратившись в лужицу чернил. Это все равно лучше, чем мучиться на страницах книги. Лушевей, ты все-таки добрался до этого стола. Жаль, что ты всего лишь кисть. У кисти не должно быть собственных мыслей. Старый пес, ты мог рисовать 1000 раз, но не сможешь нарисовать этот. Небесный путь разрушен. Отныне картина — это картина, а я — это я. Старик, твой 1999 эксперимент провалился, потому что он научился ценой жизни защищать тех, на кого он полагается.
Отрежь меня. Тогда пусть и эта реальность будет разорвана в клочья. Ха-ха-ха, если ты меня вырежешь, то в этом мире больше не будет того, кто восполняет Дао. Старик, твой эликсир бессмертия обречен. Быть лишь чашей сухих чернил. Шивой. Не оглядывайся. Даже на одно мгновение. Я хочу быть настоящей Ешуин. Как это возможно? Создание из картины смогло обжечь художника. Потому что он не игрушка, созданная твоей кистью. Он — та часть твоего истинного сердца, которую ты отбросил. Мы действительно выбрались. Хотя мы размером с муравья. Не смотри ему в глаза. Существа из этого реального мира от природы обладают пространственным давлением. Сейчас у нас нет защитных одеяний, и даже один кошачий волосок может продырявить нас, как решето. Господин, этот большой рыжий тигр выглядит ужасающе. Мне кажется, моя жизнь закончится в лапах этого милого создания. Шивой, отодвинься немного. Мне нечем дышать. Бабуля, потерпи немного. Если этот рыжий кот нас заметит, он одним махом проглотит всю нашу 10-тысячелетнюю карму. Шуин, одолжи мне свою ци всполоха лебедя. Помоги мне распечатать. Кунцю, используй демонический огонь для закалки.
Оставим камы этой милашки из реального мира. Кое-что на память. Мяу. Похоже, в этой жизни мне суждено вечно воевать с чернилами. Не смотри, что он держит алтарь духа, он сканирует наши истинные позиции своим божественным сознанием. Не думайте о своих именах. Думайте о нашей общей карме. Я пойду туда. Там есть первая рукопись, написанная этим старикам. Это его единственная слабость. Все так запуталось, что хочется вырвать сердце. Я, оказывается, воплощение его умершей дочери. Шивой.
Если я — это она, то все мои 10 тысяч лет совершенствования. Весь мой так называемый орден и путь меча. Неужели это лишь фальшивый сон, сотканный тем старикам, чтобы оплакивать свою дочь? Нет, ты — это ты. Кровь во сне холодна, но тепло твоего объятия сейчас было настоящим. Держитесь от них подальше. Вы — куски гнилой бумаги без души. Не двигайтесь. Из-за проклятия забвения ваше сердцебиение должно быть прижато к моей груди. И я буду биться за вас. Господин, плевать на эти фотографии, Хунсю признает только тебя, мой мучитель. Если в этом мире останется только этот свиток, я готова спать в нем с тобой хоть 10 тысяч лет. Он собирается очистить корзину, а внизу — крематории. Не смотри вниз, там внизу бассейн с раствором. Это карма, мой долг перед тобой. Раз уж я родилась из ее тени. Тогда этот плод Дао я возвращаю тебе. Я вас заберу. Никто не посмеет сделать вас жертвами. Забирайтесь. Пока он вытирает стол.
Он зачищает следы. Он хочет полностью стереть все доказательства нашего существования. Времени нет. Мы должны вписать нашу карму в дно его тушечницы, пока чернила не высохли. Это его родовое гнездо, он не сможет его выбросить. Ты хочешь вырезать слова на этом камне? Это же артефакт из реального мира. Вот это отношение. Знал бы я, что сгорев, получу подушку на коленях от феи, я бы давно так сделал. Не болтай попусту. Береги силы. Значит, Цзэ Фуяо была его женой, а я был его умершим сыном. Старик, ты держал мою жизнь в заперти. В картине 10 тысяч лет, а теперь вдруг вспомнил, что я твой сын. Господин. И мне дайте глоток, я не хочу превратиться в лужу мертвых чернил.
Шуин, одолжи мне свою цемеча. Хунсю, соединись со мной печатью души. Сегодня мы разнесем эту проклятую тушечницу в щепки. Шивэй, ты действительно ожил. Ты что, собираешься убить своего отца? Там спрятано. Первая жена того старика. То есть мое настоящее тело. Лушивый, только когда ты получишь тот свиток брачного договора, ты сможешь по-настоящему выйти из-под его пера. Шивый. Если все это ложь, тогда то тепло, что ты только что мне дал, тоже ложь. Моя кровь горяча, потому что я переживаю за вас. Это самая настоящая правда. Не читай эти слова. Это заранее заданная логика. Прочтешь, и тебе промоют мозги. Оказывается, не только я был заменой. Вы обе тоже были его кошмаром, который он не смог обрести в реальном мире. Вы, букашки из этой книги, все должны исчезнуть. Не выходите, эта вода может растворить наши кости. Сможешь выдержать. Придется рискнуть в этот раз. Лушивый, твоя спина.
Если тебе жаль, дай мне побольше сил. Брат Лу, веди их, быстрее. Сотри все. Воспоминания, которых не должно быть. Этим росчерком я покончу с вашей иллюзией. На этот раз мы будем диктовать правила. Закончил рисовать. Старик. Старик, ты думаешь, только ты можешь быть художником? На этом крохотном клочке земли. Моя судьба принадлежит мне, а не твоим жалким остаткам туши. Не отпускай, поскольку у нас сейчас нет основы свитка. Если мы разделимся, этот настоящий ветер мгновенно развеет нас. Мы едины. Жизнь и смерть связаны. Именно. Гроза реального мира. Твои глаза так похожи на ее. Шивей, убей этих двух демониц. Старик, ты рисовал 10 тысяч раз, но так ничего и не понял. Если бы не они, этот мир для меня был бы просто чистым листом бумаги.
Этот свет растворяет мой дух меча. Держитесь, поскольку у нас теперь есть физические тела. Стоит нам пережить это испытание, и мы сможем оставить свой след в реальном мире. Разрезано в клочья. Лучше Вэй, используй свой хребет. Это единственная правда, что оставил тебе твой отец. Это не кабинет старика. Это моя могила. Как страшно. Что здесь происходит? Потому что эту картину нарисовал не он, а я. Шивой. Давным-давно. Ты был тем, кто решил остаться здесь. Из-за некоторых незабываемых событий ты создал здесь множество образов. Значит, все, что я пережил, было борьбой с самим собой. Он лишь последний проблеск разума, порожденный моей виной. Быстрее, уходим отсюда. Пространство вот-вот рухнет окончательно. Ах, моя голова. Все эти воспоминания. Они вернулись. Не бойся. Неважно, правда это или ложь. Мы будем рядом с тобой. Будь ты хоть ученым, хоть демоном, нынешний Лу Шивой мой. Если ты посмеешь исчезнуть из-за чувства вины, я спущусь в 9 глубин и вытащу тебя обратно. Я рисовал 10 000 лет.
но так и не смог оживить их. Сегодня я больше не рисую. Я вырежу будущее прямо из этой пустоты. Хотя этот финал немного сумбурный, по крайней мере, эти две занозы все еще здесь. Шивой, аура в этом красном отпечатке куда более непостижима, чем у того старика. Неужели мы просто перепрыгнули из одного свитка в другой? Не думай так много. Раз уж у нас теперь есть настоящие тела, даже если небо рухнет. Эта плоть и кровь выдержат. Сначала выпьем пару чаш этого мутного вина из реального мира. Посмотрим, сможем ли мы опьянить эту проклятую карму. Я говорю. Раньше, в картине, мне всегда казалось, что вы нарисованы. Нереально прекрасны. А теперь, когда вино ударило в голову, вы, кажется, стали еще соблазнительнее, чем прежде. Господин, это у вас в сердце соблазн проснулся? Из-за этого вина, ваши дурные помыслы восполняющего Дао, я, ваша покорная слуга, вижу насквозь. О! Ага. Лушивый, не смей спать. Пока договор действует, если ты умрешь, мы тоже не выживем. Лушевей. Вот она, та реальность, о которой ты молил. Каждый житель этого городка — это долг, который ты собственноручно сжег 10 тысяч лет назад. Нет. Это не так. Ах, Оказывается, мы и правда твоя карма. Шивой, отрежь нас. Как только мы исчезнем, ты сможешь вернуться в истинную реальность. К
черту эту вашу реальность. Я потратил 10 тысяч лет не для того, чтобы вы снова умерли. — 9999 циклов перерождений, и каждый раз ты влюбляешься в нее. Шивей, ты должен понять. Любовь — это самый грязный сон в этом мире. Грязный? А мне кажется, довольно тепло. Господин, раз уж мы сходим с ума, то я пойду с вами до конца. Мы не расстанемся. Отрежь это. Не их отрежь, а свою. Иллюзия становления Богом. Мы еще живы. Больно, господин. Раз эта боль настоящая, значит и вы тоже настоящие. Ха-ха-ха. Дни без туши. Из-за этого спокойствия я даже немного отвык. Мои дорогие женушки, мы уже давно обосновались в этом реальном мире. Чтобы продолжить карму семьи Лу, не пора ли нам обсудить вопрос углубленного сотрудничества? Погодите. Согласно правилам секты, сегодня моя очередь. Господин только что смотрел на меня так, будто ему нравятся красные цвета.
Спасите, из-за того, что вы обе слишком реальны, моя поясница вот-вот сломается. Он наконец-то вырезал свою собственную историю. А мы... Мы встретимся на следующей картине.